Друзья, предлагаю зайти на кулинарный канал «Вкусные истории», где вы найдете рецепты простых, доступных и, конечно же, вкусных блюд. Канал молодой, но, несмотря на это, видео качественные и выходят регулярно. В своих видеорецептах авторы доступно показывают, как в домашних условиях просто и быстро приготовить вкусную еду. Рецепты интересные, а сами видео короткие и информативные. Рекомендую. Ссылка на канал в описании под видео. Переходите, смотрите и подписывайтесь. Всем привет, с вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Сегодня предлагаю рецепт довольно простого, но в то же время очень нежного, сытного и необыкновенно вкусного блюда. Будем готовить свинину с овощами и грибами, тушеную в сливках. Итак, приступим. Берем нежирную мякоть свинины, нарезаем небольшими кусочками и перекладываем в отдельную чашу. Заливаем мясо соевым соусом, хорошо перемешиваем и оставляем в этом маринаде на 30-40 минут. А пока свинина маринуется, подготовим овощи: перец, грибы и лук. Поскольку грибы и перец я буду использовать замороженные, а они уже нарезаны, то остается подготовить лук. Нарезаем лук на четверть кольца. Спустя полчаса устанавливаем на плиту глубокую сковороду или сотейник, наливаем немного масла и выкладываем замаринованное мясо. Оставшийся соевый соус не выливайте, при необходимости добавите его по вкусу. Обжариваем мясо на сильном огне, и как только оно побелеет, добавляем специи. У меня приправа для приготовления свинины и смесь перцев. Затем всыпаем лук, перемешиваем и через пару минут добавляем грибы и перец. Смешиваем мясо с овощами и заливаем сливками жирностью не менее 20%. Спустя 15 минут пробуем его на вкус и при необходимости добавляем соль или, как в моем случае, оставшийся соевый соус. Тушим свинину с овощами на медленном огне еще 15 минут. В итоге мясо тушилось полчаса. Снимаем сотейник с плиты и перекладываем мясо в любую огнеупорную форму – стеклянную, керамическую, чугунную. Можно форму накрыть крышкой или фольгой и в таком виде отправить в духовку. Но я приготовлю съедобную крышку из слоеного теста. Слегка присыпаем стол мукой и раскатываем готовое слоеное тесто так, чтобы оно полностью закрыло форму. Накрываем форму тестом, плотно прижимая и подворачивая края. Тесто смазываем взбитым желтком и в нескольких местах прокалываем. Отправляем подготовленную форму с мясом в заранее разогретую до 200 градусов духовку и запекаем 30-40 минут. Пока мясо запекается, хочу добавить, что таким способом можно готовить любое нежирное мясо – телятину, курицу, индейку и кролика. Тушеное в сливках, оно получается необыкновенно нежное, мягкое и сочное. У меня на канале также есть рецепты очень вкусных блюд из свинины, такие как стир-фрай, гармошка и другие. Посмотрите, если не видели, ссылочки оставлю в описании. А тем временем наше блюдо готово. Достаем его из духовки. Осторожно снимаем крышечку из слоеного теста, стараясь не обжечься паром. Присыпаем свежей зеленью и подаем к столу. Мясо, приготовленное с овощами, тушеное в сливках – это гарантированно удачное блюдо. Такое угощение особенно подойдет для семейного торжества или романтического ужина. А также это идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно накормить свою семью. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Я буду рада, если вы поделитесь этим видео и напишите свои комментарии. Если вы впервые на канале «Коллекция рецептов», не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения
оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты вкусных горячих блюд из мяса и не только. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.